Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Если вы хоть раз попробовали идеальные американские кукис, не переплачивая в кафе, это видео для вас. Снаружи аппетитный хруст, внутри нежнейшая мягкая серединка с растаявшим шоколадом. Давайте приготовим вместе. Я всем желаю удачи на кухне. 200 грамм теплого комнатной температуры масла. Вот такое оно должно быть. Мягкое, нежное, чтобы удобно было с ним работать. Вот так масло немножко разминаем. И сейчас сюда же будем добавлять сахар и яйца. Сюда же добавляем 100 грамм сахара белого и коричневого 160. Также добавляю 1,5 чайной ложки ванили, либо ванильного сахара. Сюда же добавляем 5 грамм соли, у меня морская. Все хорошо смешиваем. Взбивать не нужно, если взбиваете миксером, только 1 минутку. Дольше не нужно. Вот такая масса должна получиться. Сюда же добавляем 2 яйца. Все смешиваем до однородности. Все легко и просто получается. Такое тесто можно готовить впрок, замораживать в морозильной камере. Достали в холодильнике, разморозили с ночи и на утро можете выпекать. Достаточно. Сюда же добавляем 5 грамм соды. Со стеночек все собираем лопаткой. Вот такая масса у нас получилась. Вот такая. Сюда же добавляем 10 грамм крахмала. У меня кукурузный. И сюда же добавляем постепенно муку. 320-330 грамм. Если вы хотите, чтобы печенье не очень мягкое было, пожестче, можете добавить 20 грамм муки. Очень вкусное печенье получается. Мы это печенье любим с холодным молоком. Подписывайтесь на наш канал. У нас очень много вкусного, интересного, очень много традиционной кухни, национальной кухни. Не пожалеете. Вся мука у нас уходит. Вот так вымешиваем до однородности лопаткой. Миксер не нужен. Если долго будете вымешивать, вот вы увидели, что уже все, масса однородная. Дольше вымешивать не надо. Сейчас сюда добавляем шоколад 200 грамм. И 20 грамм я оставляю после того, как выпечем печенье. Уже потом сверху, пока горячее печенье, выложим шоколадные дропсы сверху. Можно добавить орехи. Но вот это настолько самодостаточное печенье. Все. Масса абсолютно однородная. Посмотрите. Нигде нету муки. Крахмал делает это печенье очень нежным внутри. Сверху корочка очень вкусная, аппетитная. А внутри мягкое печенье. И сейчас формируем печенюшки. Подготовила доску, весы. Доску обязательно подпыляем мукой, чтобы печенье не прилипало. У меня доска из нержавейки. И на весы тоже немножко муки. Можно отсаживать вот так ложкой, можно рукой. Тесто очень нежное. По 120 грамм. Я делаю печенье большое. Ровно 9 печенюжек получается. Вам не нужно делать красивый шарик. Вот так достаточно. Выкладываем.
Если вы хотите, чтобы побыстрее у вас тесто стабилизировалось, тогда поставьте в морозильную камеру. А так вообще на всю ночь в холодильник, и на утро уже можно пропекать. Формочку делайте вот так наверх конусом, тогда печенье не будет у вас плоским. Такое печенье просто разлетается на заказ. Очень большой популярностью пользуется такое печенье в Нью-Йорке. Все готово у нас. Отправляем в морозилку. Здесь у меня немного веса не хватило. Я добавляю шоколад. Вот так. Минимум отправляем в морозильную камеру на 2 часа, потом на 1 час в холодильник и будем выпекать. А так оставляю всю ночь в холодильнике. Накрываем сейчас пленочкой. Вы можете их заморозить и потом в пакет и держать в морозильной камере. Я уже предварительно с ночи достала их, положила в холодильник, и вот сейчас мы их будем выпекать. Печенье выкладываем на расстояние. Это очень важно. И очень важно, чтобы оно у вас немножко было заморожено, сердцевина. Тогда оно у вас будет пропекаться очень правильно. У меня на такой большой противень помещается как раз все 9 печенюшек, 20 грамм шоколада. И мы сейчас вот так сверху устанавливаем. На каждую печенюшку где-то по 4 дропса получается. Очень красиво запекается и очень вкусно. Шоколад можете темный, можете молочный, какой вам нравится. Такие кукис пользуются большой популярностью здесь в Америке. И сейчас отправляем в хорошо разогретую духовку. Выпекать будем при 180 градусах по Цельсию, 350 по Фаренгейту. 18-20 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Наше печенье выпекалось ровно 18 минут. Оно еще очень мягкое. Посмотрите. Прекрасно пропеклось. Здесь оно очень нежное, мягкое. Вот такое печенье получилось. Посмотрите, как оно пропеклось. Оно еще очень нежное. Дадим ему остыть минут 15. Посмотрите на этот разлом. Хрустящая золотистая корочка, тягучий шоколад и тот самый вкус, за которым в Америке стоят очереди. Если рецепт понравился, поставьте лайк, напишите в комментариях, любите ли вы печенье с молочным или темным шоколадом. И обязательно подпишитесь на канал «Вкусная еда с Хадиджей». До новых встреч, друзья! Мира и добра вам! Пока-пока!